Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня мы поговорим о Щепотке. Она сделала ролик про ГДР и ФРГ, что, мол, ФРГовцы не любят ГДРовцев. Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить подписаться на меня, если это возможно. Если это невозможно, значит вы на меня уже подписаны. Ну, конечно, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Ну и, конечно, на колокольчик нажать. Знаете, я вот посмотрел вот этот ролик от Щепотки. И я так подумал про себя. Но эта женщина, она ничем не довольна. Мол, это не так, то не так, третье не так, четвертое не так, все не так. Все не как она думала. Знаете, это была такая сказка, или она есть еще, конечно, эта сказка в России, про золотую рыбку. Вот эта женщина, которая посылала деда, он ходил из золотой рыбки, говорил, что она вот это хочет, это хочет. Вот так же и Щепотка для меня выглядит. Вот точно так же. В конце она потом опять тоже останется у разбитого корыта, мне так кажется. Но это опять же только мое мнение. Если у вас другое мнение, то напишите в комментариях. Было бы интересно послушать, как вы думаете. Сперва ей не понравилось, как ее муж наклеил эти полоски на ступеньках. Вообще ей не понравилось. Говорит, ну зачем ты их сюда наклеил? Зачем ты их наклеил? Они же все равно отлепились. Зачем он их туда наклеил? Ну не понимаю я. Так она и сказала. Мне кажется, она забыла добавить, можно было бы эти деньги сэкономить. А потом ей не понравилось напольное покрытие в карпоте. Она говорит, это не такое, как она думала. Она думала, что это будет как в огороде. Тут что-то какое-то другое покрытие опять. Опять ей не понравилось. Опять не так было. Опять все не так. А потом с этими деревьями, когда муж ее должен был там немножко подкопать их, чтобы открыть ствол дерева. Знаете, да, с одной стороны это правильно, надо открывать, как я понимаю. А с другой стороны, сейчас зима на носу. И если ты ствол открываешь, то он может и замерзнуть в нормальной вазе. Или эти корни могут замерзнуть. Но и опять же, они как-то эту землю так неровно разбросали, потому что если эта земля с этого там, где у них карпот стоял, должны были так сделать, чтобы по всей территории покрылась этой землей. Но они как-то неровно все раскидали. Теперь получается, что кусок дерева под землей находится. Ну, подписчики сказали, это неправильно. Надо, значит, сделать так, как подписчики сказали. Своей головы у нее на плечах нету. Совсем нету. Все надо делать, как подписчики говорят. Я бы на зиму эти стволы закрыл бы под землю, чтобы они в земле были, чтобы не замерзли. Но мне кажется, под землей они больше сохранятся, чем если открытая будет. Этот ствол будет открытый. Мне так кажется. Но если у вас у кого-нибудь другое мнение насчет этого, можете, конечно, написать. А потом она стала сравнивать ГДРовцев и русских. Also не сравнивать, он говорит, что ГДРовцы, они больше похожи на русских. Что, мол, у них тоже такой же менталитет и все такое. Ну, не знаю, это правда или нет. Может быть и правда, но мне кажется, что это не так. У них просто вынуждены быть как русские, потому что там были советские войска, стационер, и поэтому им приходилось делать, как советские войска делают все. Может, поэтому у них немножко такой менталитет. Но, опять же, я хочу сказать, этих людей с таким менталитетом осталось очень мало. И еще дацу я хочу сказать, что многие ГДРовцы, они вообще русских не любят. И Руслан Дочи, когда еще тогда переезжали, когда еще в 90-х годах переезжали, они почти никто не хотел в ГДР переезжать, потому что там было не очень
хорошо тогда. Одним словом, я хочу сказать, что это сравнение, что ГДРовцы похожи на русских, оно неправильное. Нельзя всех крести под одну гребенку. Но потом она начала говорить про дачи. Это было тоже очень интересно, что она там сказала. Мол, говорит, там такие законы на этих дачах. Это нельзя делать, то нельзя делать, третье нельзя делать. Всегда большие эти скандалы. Там может, ну, что, например, нельзя строить дом немножко побольше, ну, эту дачу немножко побольше нельзя строить. Все-таки, знаете, стала рассказывать такие вещи. Да, да, ты тут права, такое нельзя строить. Но опять же, это зависит от того, в каком ты регионе, и зависит, какие у тебя там люди на этой даче. Если у тебя там люди нормальные, или такие люди, которые скажут, окей, мы хотим только цветы, они сразу могут решить на этой Versammlung, на этих дачах будут только цветы сажаться. Или если там люди такие, которые скажут, ну, мы хотим там морковку посадить, огурчики посадить или еще что-то, они могут сказать, окей, 20% цветы, остальное потом фрукты или овощи или еще что-то. Короче, это зависит от тех людей, которые в этом сообществе находятся, и как они решаются. Там не приходит, как в России, один человек и говорит, вот вы должны вот это делать. Какой-нибудь чиновник не приходит и говорит, вот вы должны это делать. В Германии это всегда решает группа или сообщество, что делается на дачах. Ну я сейчас еще раз скажу про домики. В некоторых регионах, или даже не регионах, сообществах, есть такие места, где можно даже зимние домики строить для дач. Там, где можно и зимой жить. Есть регионы, там, где на этих дачах разрешили полностью жить. Там сообщество сказало, мы хотим там полностью жить. И они сделали так, чтобы этим людям разрешили на этих дачах жить. Поставили антракт, заявление, можно сказать по-русскому. И потом это заявление в Амте рассмотрели и сказали, окей, вы можете это делать. Или скажут, вы не можете это делать, но если вы это сделаете, то значит вы можете на этой земле себе сделать, например, зимний домик и жить там круглый год. А так можно, по-моему, там жить только 6 месяцев. Или сколько это сообщество скажет. Но тогда надо всегда иметь где-то адресы, там, где почту приносят, какие-нибудь документы или еще что-то. Ну, там, где вы записаны или прописаны. Вот такой адрес надо. А потом вы можете, конечно, и все время там жить на этой даче, если у вас где-то есть адресы. Знаете, я скажу только одно. Если бы Щепотка смотрела вот эти и ходила на эти Versammlungen, ну, на эти собрания ходила от этого сообщества, она бы это все знала бы и сейчас бы не рассказывала такую чепуху, что, мол, в одних регионах разрешено, в других регионах не разрешено, там еще что-то, там то, там третье. Это всегда зависит от сообщества и как вы решаете. Даже от регионов это не зависит, это зависит от сообщества. Как сообщество решит, так оно и будет. Если сообщество скажет, мы хотим тут сделать зимние дома, они поставят заявление, сделают то, и потом поставят себе там зимние домики. А потом она сказала, что, мол, когда она училась в школе, что там, например, девочки с ГДР или жители с ГДР, они в свои группы делали, и жители ФРГ делали свои группы. Да, это так оно и есть. Это у каждого человека в человеческом сообществе. Это всегда так, что люди делятся на социальные группы по численности, по характеру взаимодействия, по фактору существования, по способу организации, по социальному положению. А потом у Щепотки был Бакофен виноват. Also духовка, если на русский перевести, была виновата. Что, мол, курочка или что она там пекла, не так спеклось, как она хотела. Короче сказать можно так. Плохому танцору всегда
виноват. Я бы еще немножко по-другому выразился, но лучше я это не буду говорить. Ну, я могу сказать одно: плохой танцор, хороший папа. Теперь понимаете, как вы хотите это понимать. Потом она показала туповары за 7 евро. Я посмотрел в интернете за самую дешевую туповары. Я нашел такую, как она там показывала. Самую дешевую я нашел где-то евро в 14-15. И то она была только 500 миллилитров, also пол-литра. А у нее, как я понял, была литр. И тут я тоже скажу, можно везде написать туповары. Это потом туповары или не туповары, это опять что-то другое. Но за 7 евро туповары я еще в нормальном магазине не видел. Ну, кто его знает. Может, Щепотка знает лучше нас. И вы знаете, она всегда стоит за спиной своего мужа и говорит ему, как надо что делать. Постоянно. Вот она подошла, он там делал эти гнезда для куриц, ну, солому ложил туда, и она ему стала объяснять, как это надо делать. Я вообще, для меня это было уже, ну, чересчур много. Чересчур много. Почему она туда полезла, почему она стала ему это объяснять. А вот с гимном, русским гимном, вот скажите, люди, которые живете в России, вы часто слушаете гимн России или нет? И вообще, все другие люди, которые меня смотрят, скажите, пожалуйста, вы часто слушаете гимн той страны, где вы живете, или гимн России, или еще какой-нибудь гимн? Вы его часто слушаете? Вот она рассказала, что там ребенок и ее муж стали гимн России слушать. Как-то мне это все, ну, как пропаганда кажется. Может быть, вы лучше это знаете. Объясните мне. Может быть, это действительно нормальная вещь, что вечером слушают гимн своей страны. Ну а сейчас я с вами попрощаюсь, скажу до свидания. Ну и, конечно, вас попрошу, чтобы вы на меня подписались, поставили лайк, написали комментарий, поделились роликом. Ну и, конечно, нажали на колокольчик.